Проект Biodiversity International UNEP ГЭФ In situ on farm. Сохранение и использование агробиоразнообразия, плодовой культуры и их дикорастущие сородичи в Центральной Азии. Грецкий орех – дерево будущего. Культура грецкого ореха известна с древнейших времен. Его культурный ареал уже несколько тысячелетий тому назад охватывал страны Центральной и Передней Азии, а также Южной Европы и Кавказа. Большой интерес к этому растению объясняется его уникальными для человека свойствами. Все части дерева – плоды, листья, древесина – находят применение. Но в первую очередь орех выращивается из-за его плодов, обладающих высокими вкусовыми и питательными качествами. В ядре ореха содержится 62-75% жиров, 12-25% белков, 5-20% углеводов, 2-25% минеральных веществ и витаминов А, В, С, Е, П, большое количество незаменимых аминокислот. Калорийная ценность его в 7 раз выше равноценного количества говядины. С давних времен орехи широко используются в домашней кухне различных народов. Из молодых зеленых неочищенных плодов варят ароматное варенье, ореховое масло используют для приготовления различных блюд. В каждом 7-м рецепте приготовления грузинских, абхазских, армянских блюд используются орехи. У некоторых народов грецкий орех считался символом изобилия, достатка и долголетия. Родовое название ореха в переводе с латинского означает «орех Юпитера», а видовое название – «царский». Широко используются листья грецкого ореха, а также околоплодник и древесина. Его листья выделяют финоциды, подавляющие некоторые болезнетворные микробы. В народной медицине используются ядра плодов, настои из листьев, коры, ветвей, околоплодника, которые хорошо помогают при различных заболеваниях. Древесина ореха легкая, твердая, упругая, с красивой текстурой. Высоко ценится в мебельном производстве, в изготовлении музыкальных инструментов, ружейных лож, шпона для фанеры. Культурный ареал грецкого ореха в настоящее время занимают все средние широты северного полушария. Известны десятки его сортов, выведенных в разных странах. В Узбекистане орех распространен по всем населенным пунктам орошаемой зоны, особенно в полосе предгорий и низкогорий, где является одним из основных плодовых деревьев. Однако наша республика входит наравне с Киргизией, Таджикистаном и Туркменистаном в естественный ареал ореховых лесов. Эти леса сохранились здесь со времен Олигоцена и имеют довольно широкое распространение. Считается, что эти леса являются центром распространения грецкого ореха по всему миру. В Узбекистане ореховые леса сохранились на сравнительно небольших площадях в 3 изолированных очагах, находящихся друг от друга на расстоянии более 300 километров. Самый крупный очаг находится в горах Ташкентской области. Здесь ореховые леса сохранились на площади около 1400 гектар, где разбросаны по нескольким хребтам небольшими массивами. Второй очаг находится на территории Джизакской области, на северном склоне Нуратинского хребта на площади около 200 гектар. Третий очаг расположен в Сурхандарийской области, на южных склонах Гиссарского хребта, в бассейнах рек Сангардак и Топаланг, где осталось всего лишь около 50 гектар ореховых лесов. Во всех перечисленных очагах орех образует вместе с другими плодовыми породами – яблоней, грушей, боярышником, алычой и другими – орехоплодовые леса, больше в таком составе нигде в мире не встречающиеся. Грецкий орех – это красивейшее дерево до 30 метров высоты с раскидистой кроной и мощным стволом, покрытым толстой темно-серой растрескивающейся корой. Листья сложные, крупные. Они состоят из 5-11 яйцевидно удлиненных листочков и внешне похожи на листья ясеня. Появляются первые листочки в апреле-мае, и одновременно с ними дерево зацветает. Цветки грецкого ореха мелкие, невзрачные, незаметные. В Средней Азии многие старики считают, что дерево вообще не цветет. На этот счет даже поговорка есть: «Умрет тот, кто увидит цветок ореха».
Между тем мужские цветки собраны в зеленые сережки, длина которых достигает 12 сантиметров. Закладываются сережки на молодых побегах летом, зимуют в крупных конических почках, а в апреле-мае, когда на растении появляются листья, очень быстро удлиняются. В каждом мужском цветке находится по 12-18 тычинок. Женские цветки располагаются одиночно или группами по 2-4 верхние части побегов. Грецкий орех – ветроопыляемое растение. Пчелы, привлекаемые пыльцой, хотя и посещают мужские цветки, но игнорируют женские, поэтому их роль в опылении ничтожна. Разница в распускании мужских и женских цветков на одном и том же растении достигает 15 суток. Благодаря этому происходит перекрестное их опыление. Плодоносит орех с 10-летнего возраста, но наибольший урожай начинает давать к 30 годам. Плоды созревают в сентябре-октябре. В быту их называют орехами, но с научной точки зрения это неверно. У настоящего ореха лещины, дуба околоплодник твердый. А вот у грецкого ореха плоды имеют наружную, мягкую, зеленоватого цвета оболочку. Она хорошо заметна у незрелых плодов, но при созревании отпадает. Так что снаружи оказывается внутренний слой околоплодника, так называемый эндокарпий, скорлупа. Вот почему ботаники именуют плод грецкого ореха костянкой. Но в отличие от типичной сочной костянки, вишни, сливы, персика, абрикоса считают его костянкой сухой. Внутри костянки находится ядро, бугорчатая поверхность которого очень напоминает извилины головного мозга. Это не что иное, как семя с двумя очень своеобразными крупными семядолями, каждая из которых разделена на две лопасти. Оно покрыто светло-коричневой пленочкой, по цвету которой можно судить о качестве ядра. Самые вкусные и жирные семена покрыты светлой пленочкой с золотистым оттенком. Каждое дерево дает около 100 килограммов орехов в год, а особо крупные экземпляры – до 300 килограммов. Урожайность одного и того же дерева сильно колеблется по годам. Грецкие орехи – настоящий кладезь аскорбиновой кислоты и токоферола, а также микроэлементов железа, кобальта, меди, йода и никеля. Циолковский назвал грецкий орех деревом будущего, Мичурин – деревом-комбинатом, потому что у него все части идут в дело. Известный путешественник Тур Хейердал, готовясь к своим длительным и небезопасным экспедициям, обязательно включал в рацион грецкие орехи. Космонавты во время полета употребляли пасту и сливки, приготовленные из грецких орехов. Кондитеры широко используют их для приготовления тортов, хлебцев, пирожных, мороженого. Масло применяется не только в медицинских и пищевых целях, но и в полиграфии, парфюмерии, живописи. Оно образует на холсте прозрачную, прочную, не трескающуюся со временем пленку. На этом масле замешивали свои краски Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Гойя и Рембрандт. Ореховый жмых идет на выделку халвы, козинаков. Из внешней оболочки плодов изготовляют очень стойкие краски для шерсти и шелка черного и коричневого цвета, извлекают дубильные вещества, используемые для обработки кож. Ореховая скорлупа употребляется в производстве линолеума, толя, в шлифовальном деле. Древесина грецкого ореха редкостной красоты, она с древности высоко ценится краснодеревщиками. Плотная, прочная, устойчивая к вредителям, она прекрасно полируется, не растрескивается и не изменяет своего объема при нагревании. Орех идет на отделку помещений, изготовление дорогой мебели, ружейных лож, различных поделок. Популярность ее на мировом рынке очень велика. На деревьях иногда образуются так называемые капы – наплывы с очень плотной узорчатой древесиной, из которой мастера делают сувенирные шкатулки, медальоны, броши и табакерки. Мировое производство грецких орехов составляет более 800 тысяч тонн. В результате длительного культивирования выделены многочисленные сорта грецкого ореха – масляничный, крупноплодный, рано созревающий, с очень тонкой скорлупой и так далее. Особый интерес представляет выращивание скороплодных сортов, небольшие деревья которых начинают плодоносить на 3-м году жизни. Они исключительно урожайны. Грецкий орех – чрезвычайно ценная в экономическом отношении культура. В настоящее время во многих местах Средней Азии на пустующих склонах гор закладываются новые плантации – ореховые рощи. Грецкий орех – представитель семейства ореховых, насчитывающего 8 родов и около 60 видов. Наиболее известным родом семейства является орех, на долю которого приходится приблизительно треть всех видов семейства. В биоразнообразии сельскохозяйственных растений особое место занимают их дикие сородичи.
они являются неотъемлемой частью биоразнообразия. И, надо сказать, важнейшей частью биоразнообразия. Надо сказать, что все современные местные сорта произошли от их диких сородичей. Особенно богатые дикими сородичами плодовых культур горные и предгорные районы Узбекистана. К ним относятся Ташкентская область, Кашкадаринская, Сурхандаринская область и области Ферганской долины. Здесь встречаются в большом количестве различные формы грецкого ореха, яблони, груши, алычи, миндаля и других плодовых пород. Они являются в настоящее время продовольственным источником для местного населения и важнейшим источником для селекционных работ, исходным материалом для селекции. В Узбекистане орехоплодовые леса сохранились на горных хребтах в бассейне реки Черчик Ташкентской области, в долинах рек Нуратинского хребта Джизакской области и в верховьях рек Сангардак и Топаланг Сурхандарийской области. Чем же замечательны эти леса, помимо своей красоты? Они сохранились в уникальном составе. Многие из древесных пород, составляющих лес, дают съедобные для человека плоды и ягоды. Это всем известный грецкий орех, яблоня, алыча, миндаль, фисташка, виноград, шиповник, барбарис, а на юге республики – гранат и инжир. Они оказались настолько привлекательны для человека, что еще с древних времен он начал выращивать их возле своего жилища и распространять их по всему миру. Сейчас создано множество культурных сортов этих удивительных растений, распространенных по всему земному шару, но их родиной считаются наши леса. Эти породы, наряду с другими, которые окультурены человеком, являются дикими родичами культурных растений, а Узбекистан, одним из немногих государств в мире, является центром их происхождения. Мы с вами находимся в Ореховом лесу, который является достоянием Узбекистана. Эти ореховые леса сохранились в Узбекистане совсем на небольших площадях. Раньше они покрывали большие площади. Потом, в связи с изменением климата, площади сократились. Но сейчас, в настоящее время, в связи с усилением человеческой деятельности, эти леса постепенно ухудшают свое состояние. Мы находимся в наиболее хорошо сохранившемся лесу. Орехоплодовые леса содержат в себе, включают не только один грецкий орех, который все хорошо знают, но также и дикую яблоню, вот деревья яблони здесь, деревья маголепки, алча, боярышник дуляну, который все с удовольствием едят. Они все входят в шиповники, другие плодовые виды деревьев и кустарников, все, которые вошли в культуру человека. На основе дикого грецкого ореха создано много сортов по всему миру грецкого ореха в северном полушарии. На основе нашей яблони сиверса, который присутствует в этих лесах, также создано очень много сортов по миру, больше 10 тысяч сортов, где присутствует генофонд нашей яблони сиверса. Ни в одном Узбекистане находятся эти леса орехоплодовые. Они входят и в состав лесов Киргизии, Таджикистана и Туркмении. В Киргизии лесов даже больше сохранилось, этих ореховых лесов. Но Узбекистан наибольший массив имеет вот здесь, только в Бостанлыкском районе, на территории западного Тянь-Шаня. Темен и величествен сомкнутый ореховый лес. Огромные деревья высотой до 30 метров и со стволами до 2-3 метров толщины как будто пришли к нам из древних времен. Они создают в лесу такой сумрак, в котором очень неуютно расти другим деревьям. Здесь лишь изредка встречаются угнетенные деревца, алычи, яблони и некоторых кустарников. Лишь теневыносливые травы, недотрога, коротконожка, сныть да широколистный бузульник покрывают почву. Воздух напоен специфическим ароматом прошлогодней прелой листвы да запахом ореха. В разреженном лесу наблюдается совершенно иная картина.
Кроме ореха с огромными шаровидными кронами, здесь растет множество других пород – клен, яблоня, алыча, дикая черешня маголепка, миндаль, боярышники, крушина, шиповники, жимолость, барбарис, кизильник, иргай и другие. Богатый сомкнутый травостой высотой более 1 метра насчитывает сотни видов, среди которых много красиво цветущих и лекарственных растений. В мае-июне он представляет собой сплошной цветник, наполненный гудением шмелей, пчел и других насекомых, питающихся нектаром и пыльцой цветов. В летнее же время лес наполнен совершенно другими красками. Деревья и кусты увешаны богатым урожаем плодов, имеющих яркую окраску. Дикая яблоня сиверса, растущая в наших лесах, имеет плоды самого разного цвета, величины, формы и вкуса. Окраска плодов от зеленой и желтой до красной, форма и круглая, и удлиненная, и приплюснутая, а вкус от горько-кислого и терпкого до пресно-сладкого. Она, как и грецкий орех, явилась родоначальником большинства ее сортов, имеющихся в мире. Алыча в урожайный год увешана плодами от ярко-желтой до красной и почти черной окраски. Маголепка усыпана гроздями мелких ягод черно-красного цвета. Колючие кусты барбариса продолговатого выделяются и сине-черными, а барбариса разноножкового – ярко-красными ягодами. У невысоких деревьев колючего боярышника туркестанского ягоды небольшие, темно-красные, а у боярышника понтийского, известного как дуляна, крупные, как мелкие яблочки, от желтого до оранжевого цвета. Осенью лес расцвечивается яркими красками. Орех покрывается желтыми листьями, и в это время созревают его плоды, постепенно осыпаясь на землю. Желтеют листья и у алычи, боярышника, маголепки, шиповника. А у иргая и барбариса кусты становятся красными, резко выделяясь на фоне темных стволов деревьев. Вторая половина лета и осени в орехоплодовом лесу особенно привлекательны не только для человека, но и для богатого животного мира, населяющего этот лес. Созревающие орехи, яблоки, алыча и другие плоды и ягоды являются пищей как для крупных зверей – медведя, волка, кабана, так и для небольших – барсука, дикобраза, лисицы, туркестанской крысы и других. Звери объедаются перед долгой многоснежной зимой. Не отстают от них и крупные птицы, населяющие лес – вороны и сороки, которые запасают себе ореху на зиму в укромных местах. С декабря лес укрывается глубоким снегом толщиной больше 1 метра, и до марта, когда поднимающееся с каждым днем все выше солнце его не растопит, растительная жизнь здесь замирает. И только в марте, когда стаивает снег, на проталинах появляются первые цветы – белые подснежники крокусы, желтые леонтицы и гусиные луки, розовые хохлатки, а затем и плодовые деревья и кустарники. Жизнь в лесу оживает, и весь цикл развития леса вновь повторяется. Но при входе в ореховый лес опытный глаз улавливает, что здесь чего-то не хватает. При внимательном рассмотрении оказывается, что в лесу совершенно отсутствует возобновление деревьев, нет ни всходов ореха и других плодовых пород, ни подрастающих молодых деревьев. А ведь без них лес не может существовать. Старые деревья со временем погибнут, а при отсутствии им замены лес перестанет существовать. Отчего же сложилось такое положение? Несмотря на большую ценность, орехоплодовые леса в настоящее время сильно нарушены активной деятельностью проживающего в местах их произрастания населения. В лесах производится ненормированный выпас скота, собирается полностью весь урожай орехов, производится рубка деревьев на дрова. В результате в лесах полностью отсутствует естественное возобновление ореха, без которого площади лесов быстро уменьшаются, а также нарушается нормальная лесная обстановка, из-за чего деревья ореха болеют и перестают плодоносить. Ореховые леса в республике не охраняются ни одним заповедником, что может привести к потере всей популяции, а вместе с ней и всего неограниченного генофонда, который может быть использован для создания новых высокоурожайных сортов, устойчивых к вредителям, болезням и неблагоприятным природным условиям. Вот сохранение этих лесов является сейчас первостепенной задачей. По какой причине? Леса они не дают много урожая. Ими питаются только близлежащие кишлаки. На все население республики или за пределы республики урожай не выходит. Но главное достояние этих лесов – их генофонд. Дикие леса сохранили весь генетический потенциал, который создан природой. Здесь можно найти деревья и устойчивые к засухе, устойчивые к вредителям, болезням, устойчивые
к заморозкам. Потом разные по качеству плодов дают, крупные, мелкие, плоды долго хранящиеся, мало хранящиеся. Точно так же яблони и другие плодовые породы. Они все, которые входят в комплекс орехоплодовых лесов. И вот этот генофонд, из которого можно создавать неограниченное число новых сортов, которые по качеству превышают те, которыми сейчас питаются люди, вот является главным достоянием этих лесов. Его ничем не заменить. Если леса эти исчезнут, человек уже никогда не сможет создать те хорошие по качеству сорта, которые дает нам этот лес. Участниками проекта в настоящее, вот к окончанию проекта, который заканчивается в этом году, описано сотни сортов, местных сортов, которые изданы, созданы населением. Яблонь, груши, значит, сливы, граната, винограда, вот, которые не только вошли в реестр местных сортов, но и будут использоваться в дальнейшем для селекции новых, еще более лучших сортов, чем создалось сейчас население. До сохранения этих сортов тоже является большой задачей, потому что многие из этих сортов отличаются от тех, которые нам завозятся из-за границы, более высокой урожайностью. Они устойчивы к болезням. Их можно выращивать без применения химикатов. То есть создаются экологически чистые сорта, которые люди с удовольствием потребляют и покупают даже за более высокие цены.